Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 24 июня 2026 года. В Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное судебное заседание по резонансному делу об убийстве Ирины Фарион. Это заседание стало настоящей процессуальной победой стороны защиты и ярко продемонстрировало, что даже под мощным давлением адвокат Лариса Криворучко продолжает эффективно осуществлять защиту Вячеслава Зинченко. Несмотря на многочисленные попытки отстранить ее от процесса, дисциплинарные жалобы, решения квалификационно-дисциплинарных комиссий и административные маневры, суд снова подтвердил ее право полноценно участвовать в деле. Это важный сигнал для всей судебной системы Украины. Посмотрим фрагмент заявления Лариси Криворучко. По незаконному обвинуваченню Вячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон. Судова колегія сьогодні виясняла мої повноваження як захисника в даному процесі, тому що дійсно рішенням КДК Вінницької області незаконно по скарзі судді Фазікоша Олексія Васильовича Ужгородського суду Закарпатської області мені незаконно зупинили свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік. Я подала одразу позовну заяву до окружного суду і заяву про забезпечення позову для того, щоб зупинити явно незаконне рішення КДК Вінницької области. Вот, друзья, это было заявление Ларисы Криворучко. Что же там происходило в суде? Заседание началось с принципиального процессуального вопроса. Имеет ли Лариса Криворучко право представлять интересы обвиняемого Вячеслава Зинченко? Судья Петр Невойт подробно уточнял статус адвоката в связи с решением Ровенского окружного административного суда от 19 июня 2026 года, которым была отменена предыдущая обеспечительная мера. Лариса Криворучко полностью открыто и честно заявила суду следующее. Действительно, мне незаконно, говорит Лариса Криворучко, остановили адвокатскую деятельность сроком на 1 год. Я, во-первых, обратилась с иском, заявлением в Ровенский окружной административный суд об отмене этого решения, и, во-вторых, с заявлением об обеспечении иска. Мне действительно остановили в день это решение КДК Винницкой области. В дальнейшем 19 июня, ближе к вечеру, эта же судья отменила свое же решение. Мы, говорит Лариса Криворучко, безусловно считаем, что такое решение является незаконным и, соответственно, подается апелляция на это решение. Я уверена, сказала Лариса Криворучко, что это решение будет отменено, как и все предыдущие, но в любом случае я информирую суд, что состоянием на сегодня решение КДК Винницкой области является действующим, незаконным, но действующим. Оно просто остановлено. После перерыва судебного заседания в Шевченковском районном суде города Львова и проверки предоставленных Ларисой Криворучко документов, карточки движения дела и подтверждений подачи апелляционной жалобы, судья Петр Невойт принял взвешенное и законное решение. Кодексом административного судопроизводства предусмотрено, что ваши права восстановлены, Невойт имеет в виду права Криворучко, и вы являетесь защитником обвиняемого Зинченко. Продолжаем судебное заседание. Таким образом, суд полностью и официально признал полномочия Ларисы Криворучко.
Вячеслав Зинченко в очередной раз заявил, что на данный момент в судебном заседании он не готов выступать в судебных дебатах. Его адвокат Лариса Криворучко подробно объяснила причины. Они согласовали правовую позицию с подзащитным примерно на 75%. Полностью завершить согласование мешает руководство Львовского СИЗО, которое требует отдельную судебную ухвалу даже для обычных телефонных разговоров с адвокатом. При этом для общения с матерью и предыдущими защитниками такой ухвалы СИЗО никогда не требовалось. И вот еще один важный фрагмент пояснений Ларисы Криворучко. Она сказала: «Я хочу сказать, что мы с Зинченко частично согласовали позицию. Почему? Ему запретил начальник СИЗО Львова звонить мне. Руководитель учреждения требует ухвалу суда, чтобы позволить Зинченко контактировать со мной и согласовывать правовую позицию. Я считаю, что такие действия являются абсолютно незаконными. Поэтому я не могу реализовать и согласовать правовую позицию в полном объеме. Руководитель изолятора чинит препятствия не по вине Зинченко и не по моей вине, и не по вине суда. Руководитель СИЗО города Львова чинит препятствия». Лариса Криворучко прямо попросила суд отреагировать на эти нарушения и направить соответствующее письмо руководству СИЗО. Кроме того, она подтвердила стратегическое намерение защиты подавать ходатайство о возвращении уголовного дела на предыдущую стадию судебного рассмотрения для повторного допроса свидетелей и полного исследования доказательств. Это необходимо, поскольку ранее в процессе участвовали адвокаты с приостановленными свидетельствами адвокатскими, что является грубейшим нарушением права на защиту Вячеслава Зинченко и права на справедливый суд. По итогам заседания суд объявил перерыв до 3 июля 2026 года. Что касается статуса Ларисы Криворучко, суд четко подтвердил ее полномочия. Согласно нормам Кодекса административного судопроизводства, подача апелляционной жалобы на отмену обеспечительной меры автоматически приостанавливает негативные правовые последствия. Это дает адвокату полное право работать в уголовном процессе без ограничений. Что касается препятствования получению юридической помощи, действия начальника СИЗО – это не просто бюрократия, это прямое и грубое нарушение конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, статья 59 Конституции Украины и статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека. У защиты есть все правовые основания требовать немедленного судебного реагирования, включая наложение штрафов или дисциплинарных мер на должностных лиц СИЗО. Что касается стратегии защиты, позиция о возвращении дела на предыдущую стадию абсолютно обоснована и перспективна, если обвиняемый на протяжении длительного времени с марта 2025 года был фактически лишен реальной возможности защищаться с помощью полноценного адвоката, то любое продолжение процесса в таком виде создает безусловное основание для отмены приговора в апелляционной или кассационной инстанциях. Это классическое существенное нарушение уголовного процессуального законодательства. Что касается методов, которые демонстрирует потерпевшая сторона. Представители потерпевших, в частности София Особа, Наталья Романек, к сожалению, продолжают использовать не только правовые
инструменты, но и весьма странные, мягко говоря, приемчики. Речь идет о заявлениях относительно сглаза через портрет Ирины Фарион вместо сильных доказательств и правовых аргументов. София Особа разговаривает о мистике, колдовстве и порче. Как юрист и верующий христианин, я считаю, что правосудие должно основываться исключительно на законе, доказательствах и конституции, а не на энергетике, не на сглазе, не на портретах и не на колдовских практиках. Напоминаю, от сглаза традиционно помогает святой мученик Трифон. Однако в зале суда должны работать только нормы Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодняшнее заседание, друзья, четко показало, несмотря на серьезнейшее системное давление, Лариса Криворучка, наша Лариса Криворучка, она всегда говорит «ваша Лариса Криворучка», да, хорошо, наша Лариса Криворучка остается в процессе, сохраняет высокий профессионализм и жестко отстаивает процессуальные права своего подзащитного. Это дело имеет огромное общественное значение и должно рассматриваться исключительно в правовом поле, без административного прессинга на защиту и без использования сомнительных методов. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и будем держать вас в курсе всех ключевых изменений. Если у вас есть вопросы по этому делу или по другим резонансным процессам, активно пишите в комментариях, я постараюсь ответить на самые интересные. Ставьте лайк, если считаете, что правосудие должно быть настоящим. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие подробные юридические разборы. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!